Когда мы сегодня заходим в супермаркет, то проходим мимо полок с зубными щетками, даже не глядя. А ведь в Советском Союзе был момент, когда исчезли щетки, просто пропали. Ни еда, ни импортная электроника, ни дорогая мебель, зубные щетки. Казалось бы, какая ерунда. Но в реальности это был звоночек, который ощущался в каждой квартире. Представьте, семья из 4 человек, и нет возможности купить даже простейшее средство гигиены. Приходилось менять насадки, отрезать старые щетки, чистить пальцем с соды, кто как выкручивался. Дефицит в СССР был не только пищевым, он был системным. Проблемы возникали с тем, что должно было быть в свободном доступе. Лезвия для бритья, туалетная бумага, трусы, пуговицы, школьные тетради, кастрюли, обувной крем — все это могло внезапно исчезнуть. И ведь не просто так, что на неделю. Бывало, что на месяцы. Обострение дефицита всегда было неожиданным и вызывало панику, но люди научились жить в этом ритме, постоянно ожидая, что сегодня исчезнет что-то еще. Истории об этих бытовых потерях передаются из поколения в поколение, как, например, очереди за тапочками зимой или гонка за единственным утюгом в районе. Все превращалось в квест. Узнал, что где-то выбросили дефицит. Беги. Не успел. Живи без. Люди обменивались слухами. Пользовались связями, давили на жалость продавцам. У многих в кошельке лежал список, что надо достать, потому что купить было нельзя, только достать. Особенно в поздние годы Союза, когда ситуация с каждым месяцем становилась все хуже. Причем дефицит имел свою строгую географию. В Москве щетки могли еще быть. А в провинции только рассказы о том, что когда-то они вообще существовали. Система распределения не справлялась, потому что плановая экономика плохо реагировала на реальный спрос. Один раз посчитали, что этого хватает, и все, производство свернули. Люди страдали, но наверху этого просто не видели. Или делали вид, что не видят. Парадоксально, но с этим жили. В квартирах хранили все, на всякий случай. Если достал лишнюю зубную щетку, ее не выбрасывали. Ее берегли, прятали, откладывали на потом или на кого-то из своих. Привезти щетки из другого города считалось почти подвигом. И это был не единственный такой бытовой шок. А вот как оказалось, дефицит в СССР касался не только щеток. Все началось с куда более важного продукта, за которым уже тогда люди были готовы драться в очередях. Хлеб по талонам. Хлеб — это не просто продукт, это символ жизни. И именно с хлеба начиналось настоящее чувство дефицита в СССР. Времена, когда в продуктовых магазинах оставались пустые стеллажи, а в руках у людей талончики, на которых значилось 2 буханки на троих, были шоком. Эти карточки стали визитной карточкой распадающейся системы. Казалось бы, страна огромная, полей, не счесть. А хлеба не хватает. В некоторых семьях хлеб буквально делили по граммам. Он становился предметом учета. Дети слышали от родителей: не ешь так много, оставь на завтра. Это касалось и булки, и сахара, и других основных продуктов. Советская семья училась не покупать, а планировать, как растянуть 2 буханки на несколько дней, чтобы никто не остался голодным. Сахар, масло, мука — все стало предметом лимитов. Часто купить больше можно было только в одни руки, поэтому в магазин шли всей семьей, чтобы получить больше. И все равно не хватало. Люди приспосабливались, варили компот из сушеных яблок, заменяли мясо макаронами с маргарином, выпекали хлеб дома, если могли достать муку. Все жили как в осадном положении. Ближе к 80-м ситуация с хлебом стала хуже даже в крупных городах. Магазины начали открываться позже, но перед входом с 6 утра уже выстраивалась очередь. Кто-то занимал за день, передавал записки, собирал подписи. И когда грузовик привозил хлеб, его буквально разбирали с пола. Не ждали, пока уложат на полки. Хлебные талоны — это не просто бумажки, это билет в нормальное существование. Отсутствие хлеба вызывало тревогу на уровне инстинкта, потому что если нет хлеба, значит все рушится. И эта тревога копилась внутри миллионов людей, которые видели, как исчезает то, что должно было быть всегда. Но исчезал не только хлеб. Гораздо больше вопросов возникало, когда дефицит накрывал всю систему сразу. Как так получилось, что страна строила ракеты, но не могла накормить своих граждан? Вот где действительно начинался парадокс. СССР — это самая держава, отправляющая человека в космос, устраивающая олимпиады, заводящая спутники на орбиту. Казалось бы, если ты можешь строить межконтинентальные ракеты, уж булку хлеба и кусок мяса ты точно обеспечишь. Но нет, мясо исчезало, молоко по расписанию, колбаса только по праздникам, и то, если повезет. Почему? Ответ лежал в самой системе. Плановая экономика не учитывала реальных желаний и потребностей людей. Вместо того, чтобы производить то, что люди хотят есть, акцент делался на тяжелую промышленность, военные заказы и экспорт. Мясокомбинаты не справлялись, а то, что производилось, распределялось между столицами и нужными структурами. Регионы оставались без. Человек, стоящий в очереди за костлявым окороком, знал, что его страной гордится мир. Но сам он покупал кости и варил из них суп. Это вызывало внутренний конфликт. Уровень жизни на словах рос, на деле скатывался. Престиж страны держался на грандиозных проектах, а быт граждан — на банальных выживательных схемах.
Причем даже в середине столетия, после войны, когда вроде бы наладили сельское хозяйство, мясо все равно было достать, а не купить. Потому что даже в лучшие периоды, вроде хрущевской оттепели, ситуация не решалась. Сначала строили завод, потом запускали электростанцию, а про еду вспоминали в последнюю очередь. Парадокс этот был понятен не всем. За рубежом СССР считали сверхдержавой. А иностранцы, приезжая на экскурсии, недоумевали, почему на улицах очереди, почему в магазинах ничего. Почему за колбасой едут 100 миль на электричке? А вот именно из-за этих поездок и выросло уникальное явление, которое стало символом времени. Оно даже пахло колбасой, хоть и мчалось на рельсах. Если спросить старшего поколения, с чего начался конец советских продуктов, многие скажут «с сахара». Вроде бы простой продукт, но именно он стал первой жертвой обвала снабжения. В конце 80-х сахар резко исчез. На полках пусто. Люди метались в поисках, вставали в очереди с рассвета, обменивались банками. Горбачев тогда выступил с заявлением. Сказал, что сахар исчез из-за самогонщиков. Что, мол, народ начал гнать самогон, закупая килограммы сахара. Объяснение звучало просто, но в это верили не все. Потому что сахаром закупались даже те, кто никогда не пил. Спасали, потому что боялись, что исчезнет надолго. А потом исчезло мыло. Потом зубная паста. Потом вообще все. Это был эффект домино. Плановая экономика не справлялась с новыми условиями. Попытка ввести элементы рыночной модели обернулась хаосом. Цена фиксирована, спрос неконтролируем. И как результат, товар исчезает. Если раньше исчезали щетки или молоко, то теперь пропало все подряд. Сигареты, масло, порошок, туалетная бумага. Сахар в магазинах стоил копейки, на рынке, в 10 раз дороже. Люди стояли в очередях, чтобы взять хоть сколько-нибудь. Некоторые ездили в соседние районы, обменивались продуктами, устраивали поездки по выходным. А в больших городах формировались стихийные рынки, где старушки торговали из мешков и банок. Но за этим кроется больше, чем просто исчезновение сахара. Это была первая трещина в доверии к системе. Люди начинали понимать, что надежности больше нет. И что завтра исчезнет не только сахар, исчезнет все. Это пугало. И именно страх стал основой нового явления. В нем советский человек проводил часы, дни, а иногда годы. Если бы в СССР дали премию за самое массовое явление, ее бы получила очередь. Очередь за хлебом, за молоком, за трусами, за мебелью, за талонами на автомобиль. Очередь в детский сад, в бассейн, в парикмахерскую. Очередь как способ существования. Она была повсюду. Она стала привычкой. Люди вставали в очередь просто потому, что видели очередь. В Советском Союзе не нужно было знать, что именно продается. Достаточно было заметить толпу. Подходишь, спрашиваешь, что дают. И даже если не получаешь четкого ответа, встаешь. Потому что если очередь есть, значит товар хороший. Это было на уровне инстинкта. Люди научились доверять другим стоящим, а не информации. Очереди имели свою иерархию и свои законы. Существовали переклички, списки, дежурства, правила отлучки, когда можно было на время уйти. Детей ставили вместо себя, бегали между отделами, подкупали продавцов. Иногда было и по 100 человек, и по 1000. Особенно, когда речь шла о мебели, автомобилях, одежде. Кто-то даже стоял ночами. Писали номера на руках, устраивали перекусы, брали табуретки. Очереди вырабатывали отдельный язык. Фразы вроде «вы тут не стояли», «в одни руки», «выбросили», «по блату» стали частью повседневной речи. Кто-то даже создавал юмористические сцены на эту тему, высмеивая и саму систему, и абсурд происходящего. Но людям было не до смеха. Очередь отнимала время, силы и нервы, а порой и достоинство. Со временем появились и профессиональные очередники, которые занимали место за деньги. Ну а если вы хотите, чтобы у нас ни разу не возникло очередей за новым контентом, подписывайтесь на наш канал. А если нравится то, что мы делаем, не забудьте заглянуть в описание, там есть ссылка для доната. Помогите нам продолжать творить, а мы обещаем, что без очередей. Были те, кто вставал в 5 утра, чтобы заработать на этом. А были и те, кто брал отпуск, чтобы достать диван. Потому что без очереди не было ничего. Но у этой толпы, у этих ночных дежурств и перекличек был свой главный ритуал. Фраза, с которой начинался каждый новый поход за дефицитом. Очередь в Советском Союзе – это был не просто способ получить товар, а целый социальный ритуал. Люди, часами стоящие в длинной змеевидной линии, сами устанавливали свои законы. Главное правило – честность по отношению к своим. И главная угроза – те, кто пытался влезть. Именно отсюда и родилась знаменитая фраза «Вы тут не стояли». Она не требовала объяснений. Это была защита личной территории, выраженная одной репликой. Первым делом человек, подходя к очереди, задавал 2 вопроса. Что дают? И кто крайний? Это открывало ему путь внутрь этого живого механизма. После этого его запоминали. Очередь держалась на памяти. Кто за кем? Кто ушел? Кто вернулся? Кто был с ребенком?
Иногда, чтобы успеть в 2 магазина одновременно, делали хитро. Жена в одной очереди, муж в другой, потом быстро перегруппировка в зависимости от того, где быстрее пошло движение. Бывали и конфликты. Кто-то пытался пролезть, кто-то спорил, кто-то забывал отметиться. Очередь не прощала. Могли выгнать, могли накричать, могли устроить массовое возмущение. Особенно злило, если влезал кто-то сверху. Знакомый продавца, блатной, либо просто наглец. В такие моменты народ объединялся и превращался в настоящую силу. Была даже фраза «очередь, а это советский парламент». Чтобы избежать потерь, люди оставляли на себе пометки, номер на руке, или ставили сумку в начало. Вели тетрадки, в которых записывали кто за кем. Если стояло 1000 человек, все равно знали порядок. И если кто-то выбывал, это место тут же занимал другой, как в живом организме. Все работало на памяти, устном соглашении и коллективной жажде выживания. Женщины брали с собой табуретки, мужчины газеты, чтобы почитать. Бабушки зонтики, чтобы укрыться от солнца. Некоторые даже устраивали перекусы прямо в очереди. В отдельных случаях в ход шли чайники, бутерброды и пледы. Потому что очередь могла длиться не 2 часа, а целый день, но все это лишь внешняя сторона. Главная интрига начиналась в момент, когда из дверей магазина выходил человек с пакетом. Потому что за ним стоял самый главный вопрос, с которого все и начиналось. Ни один вопрос в СССР не звучал с таким возбуждением, как этот. Услышав его, продавец мог раздраженно махнуть рукой, а покупатель насторожиться и вытянуть шею. Что выбросили? Не спрашивали, как что-то необычное. Это был стандартный способ получить информацию. Потому что в магазинах ничего не продавали. Там выбрасывали. Не на улицу, на прилавок. И народ знал, если выбросили, надо брать, не раздумывая. Термин «выбросили» звучал почти как военное известие. Сегодня выбросили молоко, завтра — кур. Вчера сигареты. Люди ориентировались по запаху, пакетам в руках других, настроению продавца и поведению очереди. Бывали случаи, когда человек, увидев, как кто-то вышел из гастронома с пакетом, молча вставал в очередь. Просто на всякий случай. А потом спрашивал: «А что дают?» Ответа могло и не быть, но очередь уже росла. Иногда все выглядело как массовый психоз. Идет человек по улице, видит скопление людей, подходит. Узнает, что выбросили сардельки. Стоит. Через полчаса рядом уже 200 человек. Потом еще и еще. И когда грузовик с товаром подъезжает, уже целая толпа. Некоторые стояли, даже не зная, что именно раздают. Главное — урвать. Самое интересное — выбрасывали все. От пельменей до велосипедов. От дубленок до туалетной бумаги. Все было в дефиците. И все, что выбрасывалось, исчезало за считанные минуты. Продавцы, зная это, иногда играли в психологию. Ставили одну банку сгущенки, чтобы посмотреть реакцию. Люди хватали. Потом все выбрасывали все остальное. Это было шоу, у выброса был и еще один аспект — социализация. Люди в очереди делились информацией, советами, анекдотами. Передавали слухи. В овощном будет масло, в универмаге — сапоги. В эпоху отсутствия телеграм и интернета сарафанное радио работало лучше любой газеты. Но не везде выбрасывали одинаково. И не всем. Некоторые товары почти не доходили до обычного человека. Их просто не успевали выбрасывать. Они исчезали еще до попадания на полку. СССР был огромным. Равенства в нем не было, особенно товарного. Москва и Ленинград всегда снабжались лучше. А остальная страна — по остаточному принципу. Это знали все. И именно поэтому в 80-е расцвел феномен колбасных электричек. Люди с окраин, из провинции, из соседних областей ездили в столицу как на охоту. Но вместо ружья — авоська, вместо добычи — сосиски. Ранним утром поезда прибывали в столицу, полные женщин с сумками и детей на руках. Они знали, где какие магазины, где что дают и с какой стороны заходить, чтобы успеть. У них были маршруты, схемы, списки покупок. Главная цель — купить все и сразу. Потому что у себя в городе они купить это не могли. После обеда эти же поезда уезжали назад с тяжелыми сумками, забитыми мясом, колбасой, сыром, сгущенкой. Иногда очищенной одеждой, посудой, игрушками. В каждом регионе был свой список дефицита. Где-то не было мяса, где-то конфет, где-то обуви. Люди знали, в каком городе что купить, и выстраивали сложную логистику. В народе эти поезда прозвали колбасными. Даже появился анекдот, что длинная, зеленая, едет и пахнет колбасой, электричка из Рязани. Это стало символом абсурдного положения, когда граждане страны ездили за продуктами сотни миль, потому что местные магазины пустовали. Для многих такая поездка была целым событием. Вставали в 4 утра, ехали 5 часов, штурмовали прилавки, потом кино, немного Москвы и обратно. И так каждую субботу. Иногда на автобусах, иногда по знакомству, главное не вернуться с пустыми руками. Это была маленькая победа в большой битве за выживание. Но были и те, кто не стоял в очередях. Им не нужно было ехать в Москву, потому что у них все уже было. Им просто звонили,
пока одни стояли в очередях с 5 утра, другие решали все одним звонком. СССР был страной равных, на бумаге. Но в реальности существовала четкая система привилегий. Актеры, писатели, партийные работники, заслуженные рабочие, ветераны и руководители предприятий получали дефицит по звонку или прямо на рабочем месте. В гастрономе Елисеевске в центре Москвы, где иногда можно было купить деликатесы, отдельный вход и отдельный подход был для своих. Его даже называли филиалом Мосфильма, потому что там обслуживались известные актеры. Когда приезжала Зыкина, магазин закрывался. Это было негласное правило. Элита обслуживается без суеты. На предприятиях сотрудники получали заказы к праздникам. Колбаса, икра, сгущенка, конфеты. Все в наборах заранее упакованное. Эти заказы передавались своим, часто в обмен на что-то. Кто-то получал набор за работу, кто-то по связям. Бывали даже случаи, когда через роддом доставались бананы, потому что муж у соседки был дипломатом. Некоторые особо уважаемые граждане были прикреплены к магазинам. Им откладывали продукты, звонили, когда завозили что-то редкое. Они приходили не в очередь, а через черный ход. Им не нужно было кричать «Я за вами». У них все уже было. Уважение вызывал не только статус, но и личные знакомства с нужными людьми. Это создавало отдельную касту. Люди, у которых было, остальные — без. Поэтому стремление войти в круг было понятно. Завести знакомство, стать своим, договориться. Потому что иначе — ничего. Но самое интересное начиналось там, где звонок поступал не просто знакомому, а туда, где товар только готовили к выкладке. Там, за кулисами магазинов, начиналась настоящая магия. Те, у кого были связи в магазине, жили совсем другой жизнью. Продавец, заведующий складом, товаровед — эти люди обладали реальной властью. Они знали, когда и что поступит. И главное, могли отложить. Именно поэтому знакомство с ними ценилось на вес золота. Часто все происходило по одному звонку. Завезли масло? Завезли. Приходи через 10 минут только с пакетом. Человек заходил с заднего входа, получал свое и уходил. Это не была взятка. Это была система. Все оплачивалось по чеку. Но главное, минуя очередь. Бывали даже специальные черные списки. Не формальные, а устные. Туда попадали свои. Те, кому откладывали дефицит. Лучшие куски мяса, свежие сосиски, хорошие помидоры. А на прилавок остатки. Или вообще ничего. Люди из очереди смотрели, как кто-то выходит с полными сумками. И понимали, сегодня им не достанется. Продавцы жили в особом ритме. У них были свои схемы. Один звонил родственнику, другой соседу, третий передавал информацию соседу по подъезду. Все обрастало отношениями. Иногда взаимными услугами. Продавцу мыло, он тебе мясо. Или наоборот. Это был блат в чистом виде. Без бумажек, без договора. На доверии. Иногда, чтобы не привлекать внимания, родственник переодевался. Надевал дождевик в жару, чтобы не узнали, что он военный. Выходил через заднюю дверь. Потому что если бы узнали, могли наказать. Но все равно шли на риск. Потому что иначе ничего не достать. Но были и те, кто этот товар не просто получал по звонку. Они его продавали. Но не в магазине, не официально, за другие деньги. В другом месте и с другим риском. Если обычный советский гражданин в праздник открывал банку шпрот, то в домах людей с доступом к заказам на стол выкладывали красную икру. Иногда даже черную. Это был не каприз, а результат четкой системы продовольственных заказов. К праздникам, особенно к Новому году или 1 мая, на заводах, в театрах, институтах формировались продуктовые наборы для сотрудников. От их состава зависело многое. Настроение, престиж, иногда даже семейная гордость. Существовало неформальное правило: чем влиятельнее организация, тем богаче заказ. В стандартной коробке могли быть колбаса, сгущенка, какао, банка сардин, коробка конфет, пачка кофе. В лучших наборах попадались ананасы или бананы, по-настоящему редкие деликатесы. Иногда копченая рыба, красная икра и даже бутылка коньяка. Не каждый мог похвастаться таким изобилием. Такие заказы вручались строго определенным людям: передовикам, ветеранам, почетным сотрудникам. Рабочие знали, если ты хорошо трудишься, к декабрю тебе обязательно выдадут пакет. Этот пакет не только кормил семью, он давал ощущение причастности к чему-то большему. Люди хранили коробки, пересматривали их содержимое, делали заготовки, откладывали икру на стол. В один из самых тяжелых годов, когда в магазинах было пусто, именно эти наборы спасали от абсолютной нищеты. Некоторые пытались пробиться к этим заказам через знакомых или просили поделиться. Были случаи, когда целыми семьями собирали 2-3 набора, объединяли их, чтобы достойно встретить праздник. Особенно ценными считались заказы с фруктами. Экзотические плоды вроде апельсинов или бананов попадали туда крайне редко. А если уж ананас оказывался в пакете, это была настоящая сенсация. Но были и такие случаи, когда сами сотрудники торговой сети собирали свои заказы из того, что могли спрятать до распределения. Такие наборы не попадали на прилавки. Они шли по своим каналам: артистам, директорам, завкафедрами.
Икра, кофе, колбаса — все это уходило в тени, а на полках оставалась морская капуста. Но если даже через заказ ничего не доставалось, оставался еще один шанс. Нужно было искать связи. Любые. Потому что Блад мог сделать невозможное, в СССР бананы были не фруктом, они были мечтой. Когда в городе появлялась партия этих южных плодов, люди в очередь становились как за автомобилем. Банан это был символ. Символ причастности к большому миру, к редкой роскоши. Даже не вкус, а сам факт, что ты его достал, выделял тебя среди других. Зеленые, несозревшие, невкусные, но бананы. Их брали килограммами, если удавалось. Истории про бананы передавались как легенды. Кто-то купил благодаря соседке-продавцу, кто-то через военторговский знакомый склад. Но особенно счастливые истории были связаны с дипломатами. Один случай особенно запомнился. Девушка из Эквадора, жена дипломата, лежала в роддоме во время Олимпиады. Ее муж привозил ей бананы, желтые, спелые. Для окружающих это было что-то фантастическое. Другие роженицы ели картошку и серый хлеб, а у нее бананы. Сладкие, настоящие. Такие фрукты, как бананы, ананасы, мандарины, иногда попадали в новогодние наборы. Но чаще их можно было получить только по знакомству или на рынке, по заоблачной цене. Иногда их привозили моряки, реже пилоты, еще реже родственники из союзных республик. Когда кто-то приносил домой бананы, это был целый ритуал, их не ели сразу. Их клали дозревать на подоконник, ждали дня, когда можно будет попробовать. В советской семье было принято разделить банан на всех, 1 на 4, иногда на 6, и иногда на 6. Дети получали по кружочку, взрослые отказывались в пользу малышей, и никто не жаловался. Потому что даже маленький кусочек банана — это было событие, подарок, магия, привезенная из другого мира. Вот этот другой мир становился все ближе. Потому что через магазины, связи, заказы шел поток тех, кто знал, как решить вопрос. И чем больше нарастал дефицит, тем больше возрастала цена знакомства с нужным человеком. Все решал Блад. В СССР размер зарплаты редко определял твой реальный уровень жизни. Гораздо важнее был твой круг общения. Блад — неформальная система связей. Был всем. Своего мясника, завсклада, товароведа или администратора театра ценили больше, чем сберкнижку. Потому что с их помощью можно было достать все, от колбасы до театральных билетов. Люди искали Блад как ресурс. Иногда это был родственник, иногда сейчас знакомый знакомого. Взаимность была важной частью системы. Ты мне тушенку, я тебе место в детсаду. Все строилось на услугах. Сосед работает в типографии, напечатает. Теща в аптеке даст дефицитные лекарства. Жена в исполкоме оформит путевку. Это был тонкий, сложный и крайне эффективный механизм. Огромную роль играли продавцы. Их уговаривали, угощали, приглашали в гости, помогали с ремонтом, только чтобы получить доступ к подполке. Самые хорошие куски мяса лежали там, а не на витрине. Простой покупатель получал кости, блатной — вырезку. Иногда даже не спрашивали, что есть, просто говорили: собери что-нибудь хорошее. И знали, что получат лучшее. Артисты, режиссеры, даже учителя — все искали и поддерживали свои каналы. Были и договорные маршруты. Кто-то отдавал театральные билеты взамен на мандарины, кто-то лекарства за французскую кофту. Все работало, потому что система не могла удовлетворить спрос, и люди создавали свою теневую. Без бита, без налогов. Зато с пониманием и взаимовыручкой. Иногда Блад превращался в абсурд. Родственник военный надевал дождевик летом, чтобы его не узнали в магазине, где бабушка держала дефицит. Вынести продукты через черный ход — целая спецоперация. Но именно так жили. Потому что без этого только очереди и пустые полки. Но были и такие, кто пошел еще дальше. Кто сделал из дефицита не просто образ жизни, а бизнес. Кто начал продавать, торговать, спекулировать. Их звали по-особенному. В стране, где ничего нельзя было купить, появилось место, где можно было все за другие деньги. Черный рынок существовал параллельно официальной экономике. Он был в подворотнях, на задворках, в квартирах, на базарах. Там продавались вещи, которые в магазинах исчезли. Джинсы, мебель, сигареты, духи, импортная техника. Фарцовщики, так называли людей, перепродающих дефицит, стали теневыми королями. У них были свои поставщики – моряки, дипломаты, спекулянты. Джинсы везли из Польши, Чехословакии, Югославии. Надевали по несколько пар, одна на другую, чтобы не изъяли на таможне. Все продавалось. Зажигалки, пластинки, помады, кофе, часы. Цены в 5, 10, 15 раз выше. Черный рынок был опасным, формально незаконным. Власти боролись, устраивали облавы, сажали за спекуляцию. Журнал «Крокодил» регулярно публиковал карикатуры на паразитов. Но бороться с этим было невозможно. Потому что именно фарцовщики доставали то, чего не было нигде. Через них проходили тонны вещей, которые никогда не попадали на прилавок. Иногда это были люди из системы. Продавцы, кладовщики, администраторы. Иногда просто сообразительные ребята. Они знали, где и когда привезут товар. Скупали, прятали, продавали в 3 конца. Появлялись целые рынки.
Вокруг театров, возле вокзалов, в подвалах. Все по шепоту, все по знакомству, деньги наличные. Часто эти доллары. Советский человек покупал там не из роскоши, а из безысходности. Нужна куртка? Нет в магазине. Есть у фарцовщика. Нужна мебель. В магазине очередь на 2 года, а здесь за день. Нужны джинсы для подростка? Только здесь. Но дорого. Очень дорого. И иногда с риском. А когда фарцовщик исчезал, приходилось возвращаться к старой системе. Стоять, ждать, следить за очередью. А очередь — это был целый мир. Особенно если ты хотел не просто купить, а, например, приобрести стенку. Советский Союз активно демонстрировал свою мощь, отправляя космонавтов в космос. В апреле 1960 года Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос, а в 1959 году был запущен первый спутник. Эти достижения ставили страну на пьедестал мировых технологий и науки. Тем не менее, в то время, когда страна поднималась на орбиту, на Земле происходил кризис, который затрагивал миллионы советских граждан. В магазинах столицы, таких как Москва и Ленинград, на полках не было свежих продуктов. Молоко, хлеб и мясо стали дефицитом, а длинные очереди за продуктами стали повседневной реальностью. В 1960-х годах люди проводили часы в ожидании, чтобы купить несколько килограммов картошки или лука. На фоне космических триумфов в магазинах царила настоящая нехватка. Советы по распределению продуктов не справлялись с растущими потребностями населения. Экономика страны была основана на централизованном планировании, что создавало множество проблем. Планы, созданные в Кремле, не соответствовали реальным потребностям граждан. В то время как высшие чиновники гордились космическими достижениями, фермеры не могли обеспечить базовые потребности в продовольствии. Сельское хозяйство страдало от устаревших технологий, нехватки средств и неэффективного управления. Результатом стали систематические сбои в продовольственной программе, что вызывало недовольство среди населения. Люди не понимали, как могло быть так, что страна, достигающая звезд, не могла накормить своих граждан. Советы о дефиците продуктов всплывали в разговорах, и на фоне разговоров о космосе возникали жалобы о пустых полках. В 1960-летие ощущалась разница между космическими успехами и повседневной реальностью. Дефицит продуктов пронизывал жизнь советского человека, отражая контраст между высокими технологиями и убогими условиями на Земле. Люди стояли в очередях, надеясь на улучшение, но понимали, что перемены не приходят. Продовольственный дефицит стал неотъемлемой частью советской действительности, несмотря на триумфы в космосе. Каждый день в жизни советского гражданина сочетались гордость за космические достижения и разочарование от нехватки продуктов. В 1961 году, когда Советский Союз праздновал успехи в космосе, в стране нарастали проблемы в экономике. Централизованное планирование становилось все более неэффективным. В этом году Государственный комитет по планированию, известный как Госкомэкономика, утвердил новые планы по развитию сельского хозяйства. Однако аграрная реальность оставалась неутешительной. Технологии, использовавшиеся на полях, были устаревшими, а фермеры не получали достаточных ресурсов для работы. Сельское хозяйство продолжало страдать от недостатка инвестиций, а агрономы часто не имели доступа к современным методам обработки земли. Параллельно с этим в научных лабораториях ученые разрабатывали сложные технологии для космических программ, но на фермах не хватало элементарного оборудования. Проблема усугублялась отсутствием стимулов для повышения производительности. Мало кто из колхозников чувствовал себя заинтересованным в улучшении своих результатов, ведь заработная плата оставалась фиксированной вне зависимости от урожая. В середине 1960-х годов начались массовые сбои в поставках продуктов в крупные города. В некоторых регионах запасы продовольствия исчерпывались, а местные власти оказывались не готовыми к кризису. В это время в больших городах, таких как Ташкент и Киев, люди стояли в бесконечных очередях за едой, а новостные передачи показывали достижения космонавтики. Эта парадоксальная ситуация была предметом обсуждений в общественном транспорте и на кухнях. Внимание на проблемы в сельском хозяйстве привлекали лишь в моменты, когда очереди за хлебом становились слишком длинными. Ситуация достигла критической точки, когда в 1965 году в нескольких областях страны произошли массовые протесты крестьян против нехватки ресурсов и низких цен на зерно. Правительство спешно направило комиссию для расследования, но реальные причины проблемы оставались непонятными. Комиссия задала вопросы, но не смогла найти четких ответов. Вскоре после этого были объявлены новые инициативы по улучшению сельского хозяйства. Однако вместо реальных изменений чиновники предложили лишь пересмотры старых планов. Программы по механизации и внедрению новых технологий оставались на бумаге. Это вызывало недовольство среди крестьян, не желающих продолжать работать в условиях неопределенности и голода. В ответ на недовольство власти усилили контроль над производством и распределением продуктов. Начали вводиться временные меры, такие как карточная система на продовольствие, что только ухудшило ситуацию.
В результате, на фоне космических достижений население сталкивалось с острейшим дефицитом, и связь между высокими достижениями и повседневной жизнью становилась все более очевидной. Жизнь советских граждан напоминала не только борьбу за выживание, но и постоянное ожидание улучшений, которые так и не приходили. В 1966 году Советский Союз продолжал демонстрировать высокие достижения в области космонавтики. С запуском первых космических станций, таких как «Салют», страна показывала всему миру свою мощь и научный прогресс. В это же время в повседневной жизни граждан возникли очередные проблемы, связанные с продовольственным дефицитом. Параллель между триумфами в космосе и кризисом на Земле становилась все более явной. Многие семьи по-прежнему сталкивались с нехваткой продуктов. В мае 1966 года в одном из московских магазинов люди начали обсуждать успехи космической программы. Пока ведущие телевизионные каналы транслировали новейшие достижения, на прилавках не оставалось свежих овощей и фруктов. В очередях стояли не только пожилые люди, но и молодежь, которая не понимала, как государство, претендующее на звание космической державы, не может обеспечить своих граждан элементарным продовольствием. Ситуация достигла критической точки, когда в августе 1966 года в нескольких областях произошли массовые протесты против дефицита. Граждане требовали улучшения условий жизни и пересмотра цен на продукты. В ответ на это правительство усилило контроль над средствами массовой информации, ограничив обсуждение кризиса. Тем временем в космосе продолжались успешные старты и эксперименты. Запуск «Восхода», который стал первой многоразовой космической программой, был воспринят как еще одно доказательство мощи страны. Однако эта мощь не отражалась в жизни простых людей. Одновременно с успешными запусками местные власти пытались справиться с кризисом, вводя карточные системы на продовольствие. Это решение вызвало недовольство, так как большинство граждан были вынуждены стоять в очередях за продуктами, но при этом слышать о космических достижениях, которые казались далекими от их реальности. В разговоре о космосе люди стали упоминать о своих страданиях на Земле, и это вызывало внутреннее противоречие. В сентябре 1966 года на фоне космических успехов власти объявили новую программу по улучшению сельского хозяйства, которая предполагала внедрение современных технологий. Однако, несмотря на обещания, реальных изменений не наблюдалось. Фермеры продолжали страдать от недостатка ресурсов, а урожайность оставалась низкой. В то время как в космосе шли эксперименты с новыми технологиями, на Земле люди были вынуждены приспосабливаться к дефициту и искать альтернативные способы выживания. Разговоры о космосе и о продовольственном кризисе переплетались, создавая атмосферу недовольства и напряжения. В городах обсуждали не только триумфы, но и нехватку еды. Граждане пытались понять, как страна может гордиться своими достижениями, когда их повседневная жизнь была погружена в кризис. Эта дихотомия становилась все более заметной, и противоречия между космическими успехами и реальными нуждами народа углубляли конфликт. Каждый запуск ракеты сопровождался новыми вопросами о справедливости и эффективности советской системы. В 1967 году жизнь советских граждан достигала критической точки. В магазинах по-прежнему отсутствовали основные продукты, а очереди, растянувшиеся на десятки метров, стали частью повседневной реальности. Люди, ожидая своей очереди, обсуждали свои трудности и страдания от нехватки еды. В этот период в январе в одной из московских очередей группа граждан открыто начала говорить о своих недовольствах. Они обменивались историями о том, как трудно прокормить семьи, как дети просили поесть, а родители не могли ничего предложить. Один из мужчин в сердцах воскликнул: «Как так? Мы отправляем ракеты в космос, а хлеба не хватает». Эта фраза стала символом нарастающего напряжения в обществе. В феврале того же года власти провели всесоюзный съезд, на котором обсуждали экономические достижения и успехи в космической области. Лидеры страны гордо отчитывались о вновь запущенных спутниках, не замечая, что за их спинами народ страдает от голода. На этом съезде не было ни единого слова о продовольственном дефиците. Между тем, в Ташкенте начались массовые волнения. Ситуация накалилась до предела, когда местные жители, недовольные отсутствием хлеба, вышли на улицы с лозунгами. Одна из женщин, выступая перед толпой, кричала: «Мы не хотим ваших ракет! Мы хотим есть!» Эта сцена потрясла не только местных жителей, но и всю страну, став символом народного гнева. В ответ на волнение власти начали вводить ограничения на обсуждение продовольственной проблемы в средствах массовой информации. Однако слухи о бедственном положении начали распространяться по всей стране. В магазинах, где когда-то стояли длинные очереди, люди начали организовываться, делясь информацией о местах, где еще были запасы продуктов. Эти действия усиливали чувство единства и солидарности среди граждан. В марте 1967 года в Москве состоялась первая демонстрация, где люди требовали не только еды, но и перемен. Протестующие несли плакаты с надписями «Хлеба и мира» и «Долой космическую гонку». Это стало кульминацией народного недовольства, высветившим не только стремление к лучшей жизни, но и желание донести до властей, что их достижения в космосе не стоят ни единого удара в сердце человека.
К этому моменту стало очевидно, что дефицит продуктов был не только экономической проблемой, но и отражением социального неравенства. Власти продолжали игнорировать реальные проблемы, а недовольство народа только росло. Вопросы о жизни и смерти, о еде и выживании вышли на первый план, и граждане готовы были бороться за свои права. В апреле 1967 года, после массовых протестов и волнений, власти начали осознавать масштаб недовольства населения. В ответ на нарастающее давление центральное руководство запустило инициативы по улучшению продовольственной ситуации. Однако простые граждане уже не верили обещаниям. В магазинах по-прежнему наблюдались пустые полки, а слухи о нехватке еды распространялись быстрее, чем меры, предпринимаемые властями. Люди объединялись в маленькие группы, обсуждая не только дефицит, но и проблемы управления страной. В этих обсуждениях возникали вопросы о том, как не допустить повторения подобной ситуации в будущем. Участники осознавали важность контроля над властью и ответственности правителей. В июле 1967 года в Москве состоялся съезд, на котором обсуждали изменения в экономической политике. Были приняты решения о реформировании сельского хозяйства и улучшении распределения продовольствия. Однако многие понимали, что лишь принятие решений недостаточно. К концу 1968 года стало очевидно, что уроки, извлеченные из продовольственного кризиса, начали влиять на новое поколение. Молодежь, выросшая в условиях дефицита, стала более активной, требуя открытости и честности от властей. Параллельно в стране происходили изменения в экономическом подходе. Постепенно внедрялись элементы рыночной экономики, что дало возможность фермерам более гибко реагировать на спрос. Люди помнили, как гордились космическими достижениями, но осознание того, что базовые потребности не были удовлетворены, изменило их отношение к власти. Важно было не только достигать высот в науке, но и заботиться о благосостоянии граждан. К началу 70-х годов начался новый этап в жизни страны. Общество осознало, что прогресс не должен игнорировать нужды людей. Продовольственная безопасность стала частью государственной политики, и уроки продовольственного дефицита не позволили забыть о важности общественного контроля. Вот такие важные уроки истории. Если вам нравится погружаться в детали прошлого, не забудьте подписаться на наш канал. Мы обещаем, что дефицита контента здесь не будет. А если хотите поддержать наш проект, ссылка на донат в описании или QR-код на экране. Ведь даже за хорошее видео, как за хлеб, надо платить. Космические достижения перестали восприниматься как самоценность. Граждане начали требовать, чтобы достижения в науке служили на благо всех, а не только элиты. Это понимание стало основой для будущих поколений, формируя общественное сознание на принципах справедливости и заботы о каждом человеке. Таким образом, наследие кризиса, пережитого советским обществом, стало важным уроком для будущего. Оно напомнило, что даже величайшие достижения не могут затмить основные человеческие нужды. Истинное развитие общества заключается не только в высоких достижениях, но и в заботе о каждом его члене. Страну ждут новые вызовы, и только учитывая уроки прошлого, можно строить стабильное и процветающее будущее.